Испытания нового российского гиперзвукового комплекса «Авангард» в декабре минувшего года показали, оно не просто существует, но и соответствует заявленным характеристикам. Но за счет чего «Авангард» смог получить свою высочайшую дальность и маневренность? На этот вопрос попробовал ответить один из наших подписчиков. После крушения Советского Союза было модно высмеивать многие советские явления, например, рубрику «Письма в редакцию», которая существовала чуть ли не в каждой отечественной газете. Между тем, в наше интернетное время эта рубрика вновь живее всех живых. Только называется она модным словом «интерактивность». Итак, я получил письмо от подписчика канала Политраша из Нижневартовска. В этом письме наш зритель изложил свои соображения насчет того, каким образом российская система «Авангард» может преодолевать огромные расстояния, будучи при этом трудной мишенью для противоракетной обороны звездно-полосатого противника. Сразу напомню, я не инженер, и, возможно, мое изложение полученной из нижневартовской информации покажется кому-то дилетантским. Но, тем не менее, я постараюсь изложить суть, не утеряв нити повествования. Итак, поехали. Работы над ракетами, которые могли бы поражать противника на больших дистанциях, шли еще во время Великой Отечественной войны. Над темой активно работали в Рейхе, где по указанию Гитлера искали способы создать так называемое оружие возмездия, то самое пресловутое вундерваффе. В 1944 году австрийский ученый доктор Ойген Зенгер и математик Ирена Бретт разработали концепцию, объясняющую, как заставить крылатую ракету отскакивать от плотных слоев атмосферы, входя в нее почти под прямым углом. Проект носил название «Зильберфогель», то есть «серебряная птица». Зенгера интересовал вопрос, что будет, если крылатая ракета войдет в плотные слои атмосферы, скажем, на высоте 40 километров. Слишком быстро и слишком круто. Из доклада было ясно, что ракета в этом случае должна рикошетировать, подобно плоскому камню, касающемуся поверхности озера. Отскочив от плотных слоев, ракета должна снова уйти вверх, в более разреженные слои атмосферы. Пролетев некоторое расстояние, ракета опять попадет в плотные слои и вновь рикошетирует. В целом, траектория ее полета будет представлять волнистую линию с постепенно затухающей амплитудой. По расчетам Зенгера и Бретт, такая траектория весьма значительно повышала возможную дальность полета крылатой ракеты. Я рассказываю о проекте «Зильберфогель», потому что наш нижневартовский подписчик полагает, что «Авангард» — итог аналогичных работ, которые шли после окончания Великой Отечественной войны в Советском Союзе. Исходя из полученной из открытых источников информации, можно описать такую схему применения нового российского оружия. Сначала «Авангард» выводит на высоту порядка 100 километров баллистическая ракета, та самая, запуск которой нам показали 26 декабря 2018 года. Затем боевой блок отделяется от ракеты и начинает маневрировать как по высоте, так и в плоскости полета. Что дают ему эти маневры? Маневры по высоте дают большую дальность. Блок отталкивается от плотных слоев атмосферы, как плоский камень от поверхности озера. В плотных слоях он нагревается до температуры порядка 2000 градусов, но благодаря новым тугоплавким материалам сохраняет всю свою умную начинку. Как только температура приближается к критической, блок попадает в разреженный слой, где остывает, чтобы после вновь упасть ниже и снова нагреться. Вот что думает автор письма об этих маневрах. Учитывая дальность порядка 6-8 тысяч километров, возможно, что таких нырков 2-4. В точках с максимальной высотой, возможно, работают собственные двигатели, которые дают возможность маневрировать по горизонтали и корректировать полет. По-моему, здравое предположение и рабочая схема. И эта схема ломает планы американского перехвата, констатирует наш нижневартовский зритель. Важно отметить то, что системы национальной ПРО США рассчитаны на уничтожение кинетическим перехватчиком в заатмосферном пространстве. Пулей в пулю. И возможность есть это осуществить только по баллистической, очень простой параболической траектории. Это касается двух основных типов противоракет. Любой. Даже самый простой маневр, который очень предсказуем на первый взгляд, разрушает самое главное предположение – цель баллистическая. А значит, это либо резко снизит эффективность одной противоракеты, либо вовсе исключит возможность уничтожить блок.
Да, противоракет может быть больше, но не факт, что справятся и они, потому что рассчитаны-то на уничтожение цели в атмосферном пространстве. А тут цель выше 100 километров вряд ли поднимается и вдобавок маневрирует в горизонтальной плоскости. Плюс есть еще банальный экономический аспект. Тот, о котором 27 декабря, на следующий день после удачных испытаний «Авангарда», рассказывал спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. В любом ракетном комплексе самое дорогое – это ракетоноситель, а не боевой блок. Когда мы начали заниматься созданием «Авангарда», у нас в арсеналах ракетных войск стратегического назначения находилось несколько десятков баллистических ракет УР-100 УТТХ по натовской классификации «Сатана». Ой, извините, не «Сатана», а «Стилет». Оговорился, «Стилет». Эти ракеты изготавливались среднего класса, они изготавливались в Советском Союзе и в ранние российские времена. Так вот, у нас в арсеналах было несколько десятков сухих ракет УР-100 УТТХ «Стилет». Что значит сухих? Ракетчики это прекрасно понимают. Срок службы таких жидкостных ракет начинается с момента первой заправки топливом. А они топливом в тот момент никогда не заправлялись. То есть, по существу, они были новыми. А боевой крылатый блок идеально по своим массогабаритным характеристикам подходил именно к этой ракете. Вот на испытаниях мы несколько, естественно, ракет заправляли, и они показали свою полную надежность, равно как и вчера. То есть у нас есть задел, несколько десятков ракетоносителей, которые нам изготовлять не надо, деньги на них тратить не надо. То есть нас не смогут втянуть в гонку вооружений? Да. Позиционный район, откуда будут запускаться в будущем, где будут расположены полки, оснащенные «Авангардом», они уже есть. То есть кроме самого блока, других каких-либо крупных финансовых трат мы не осуществляли при его создании. Ракетоносители были, позиционный район был готов. Я могу с полной ответственностью сказать, что средства, затраченные на создание «Авангарда», в сотни раз меньше, чем американцы уже потратили на создание своих ПРО. Ни в какую гонку вооружений мы втягиваться не собираемся ни сейчас, ни в будущем. Ну, а с точки зрения того, что мы там бряцаем оружием, мы отнюдь им не бряцаем, мы просто на много десятилетий вперед, как вчера сказал президент, обеспечиваем свою безопасность меньшими средствами, потому что теперь нам классических боеголовок, я имею в виду классических, ну, старых, скажем так, по сравнению с «Авангардом», нам столько не нужно, потому что «Авангард» гораздо эффективнее. Это, наоборот, экономия средств и не бряцание оружия. Несколько десятков – это может быть и 99 штук. Какое-то число израсходовали на испытания, но осталось, видимо, еще прилично. И сколько нужно противоракет, чтобы не перехватить, а, подчеркиваю, лишь попробовать перехватить все это, одному Богу известно. Так что Родина может спать спокойно и любоваться на закаты в дни запуска «Авангардов», наблюдая за следами ракет в атмосфере, как житель Нижневартовска Руслан Мазайло, снявший вот эти кадры. Спасибо большое автору письма. Надеюсь, я все понял верно. Пишите нам еще.